Дада Садананды. Уроки медитации. То, что я тебя инициировал, это разве не подарок? То, что организация донесла до тебя это могущественное учение, которое может всю твою жизнь перевернуть, это разве не подарок? За что ты вообще можешь жаловаться? 1000 жизней надо к этому идти, понимаешь? Вот чтобы вот дотронуться до этого света. И организация принесла тебе этот свет. Ананда Марга – это индийская организация. Ее президент, он же бог Прабхат-Ранджан Саркар, индус. Самые главные должности в ней занимают индусы. Главный офис организации находится в Индии. Ее духовная философия построена на индуизме. Если вы хотите знать, что такое настоящая Ананда Марга, посмотрите видео, где индийские дети прыгают в тандаве с кинжалами и черепами, или ходят по кругу вокруг портрета гуру и поют только имя Бабы. Или видео, где солдатские отряды Ананда Марги маршируют под Бабанам Кивалам. Это настоящая Ананда Марга. Но, конечно же, многие последователи Ананда Марги, особенно русскоязычные, даже не подозревают, что это так. Их образ Ананда Марги в корне своем рисуется исключительно одним человеком – Дадой Саданандой. И этот небольшой этюд был бы совсем неполноценным, если б я не упомянул здесь это имя, и не высказал, что же я о нем думаю. Что самое смешное, хоть и не считая Ананда Маргу чистым злом, но все же глубоко убежденный, что взаимодействие с ней приводит к личностной деградации и искажению духовного мировоззрения, у меня хорошие личные отношения с Дадой Саданандой. Конечно, он запретил мне доступ к Ананда Марге и урокам медитации, но лично ко мне он всегда относился хорошо. И всегда и во всем мне помогал, даже когда не был в этом никак заинтересован. Это безусловно влияет на мое восприятие его личности, поэтому прошу это учитывать. Но все равно я буду крайне категоричен. Начнем с первого. В моих глазах Садананда – это достаточно мудрый с житейской точки зрения человек, который уже прожил больше половины своей жизни и много чего в ней сделал. У него необычная жизнь, и он неординарный человек. Из самых главных вещей, конечно, принятие на себя монашеских аскез и создание проекта «Уроки медитации». Он сильный человек, который знает, как управлять организацией и делать дела. Этого у него не отнять. Также, идя дальше по положительным сторонам, Дада Садананда хороший оратор и хороший лектор. В его видео действительно очень много полезной информации. К сожалению, неискушенный зритель связывает это с идеологией Ананда Марги, а не с личным мировоззрением Дады Садананды и считает, что все люди в Ананда Марге такие. Спешу вас огорчить, в основном адепты Ананда Марги, как Марги, так и Ачарья. Это люди, напрочь лишенные способности здраво мыслить, и такие индивидуумы, как Садананда, исключение. Слабым людям всегда нужен сильный, такова жизнь. В основном так и происходит с уроками медитации. Опять-таки, есть исключения, но это редкость. Ведь кто слушает Садананду, кто подсаживается на него? Люди, потерявшие в жизни смысл. Люди, не знающие, куда им идти, люди, пребывающие в депрессии, люди, жаждущие руководства и так далее. Потому что людям, у которых все это есть, разве нужен будет Садананда? Для изучения любой духовной традиции они могут обратиться к сотням книг и к сотням лекторов на ютубе, знающих традиции ничуть не хуже, чем Садананда, а то и лучше, ведь Садананда знает только идеологию Ананда Марги. В Ананда Марге, к тому же, много каналов разных диди и дат, в основном все они англоязычные. Но даже на английском языке самые популярные видео Ананда Марги – это видео Дады Садананды, имеющего англоязычный Meditation Steps. Дада говорит с ярко выраженным русским акцентом, и его лекции на английском проигрывают в разы лекциям на русском. Но все же он популярнее других работников Ананда Марги в десятки раз. Почему? Потому что главная задача Дады – вдохновлять. Он не столько преподносит идеологию, сколько обнадеживает, дает шанс, позволяет людям почувствовать, что счастье есть. Чтобы вы понимали, полуторачасовое видео от Садананды – это 1-2 странички в книге Саркара. В книгах Саркара дается скудное объяснение, которое в основном предназначено для слепого распространения преданными работниками. Это конек Дады Садананды – брать одну страничку, обдумывать ее и излагать свои мысли. Такого не делают ни другие работники, ни другие марги. Я давал лекции на несколько часов, иногда руководствуясь просто парой фраз Саркара.
Тут вопрос не первоначальной мысли, а вопрос лектора, который ее преподаст и разовьет. Дада Садананда очень неплохо мыслит и любит внедрять в свои видео разные культурные отсылки и научные факты. Это совсем не подход Ананда Марги. Настоящий подход Ананда Марги. Если Баба сказал, значит это истина и не смей вопрошать. Поверьте, я знаю, о чем говорю. И казалось бы, а что тут такого плохого? Ну что ж, теперь мы переходим к негативным сторонам Дады Садананды. Дада Садананда – сектант до мозга костей. И самое страшное в нем то, что именно в мозге костей он сектант, а снаружи адекватный человек. Ведь какая самая большая проблема, возникающая из его видео? Человек видит, что перед ним сидит здраво, рационально рассуждающий монах и говорит о духовности. И когда человек смотрит такие видео десятками, у него складывается убеждение, что с помощью этой же рациональности и здравого смысла Дада пришел на духовный путь и вступил в организацию. Но проблема заключается в том, что сам Дада Садананда, вступивший на путь в Ананда Марге, находился в тяжелом кризисе в это время. Ему было около 18. Он пил, курил, занимался прочими пагубными вещами, и, разумеется, был несчастен, и совсем не знал, что делать с жизнью. В этот момент к нему и пришла Ананда Марга, и вытащила его из депрессии, сперва дав ему медитацию, которая, безусловно, работает так, как является частью тысячелетних индийских традиций. А уже потом навязав иррациональные верования, что индийский бухгалтер является богом во плоти и что ему надо поклоняться. Пройдя ЛФТ, а затем уже и Ачарья тренинг, поклоняясь Бабе и медитируя на него годами, Дада Садананда уверовал в то, что Баба является богом, и вдохновленный пошел разносить эту идеологию. Проблема была в том, что верить в то, что какой-то индийский бухгалтер является богом, и поклоняться ему, были готовы только крайне неадекватные люди, которых, конечно же, в Ананда Марге видеть не хотелось. Поэтому Садананда понял, что должен быть метод распространения идеологии, построенный на науке и рационализме, ведь это то, куда идет человечество тысячелетиями. Преисполнявшись в этом деле на протяжении около десятка лет, Дада Садананда открыл уроки медитации, где начал выпускать свои видео. Все его лекции строятся на хорошей структуре, рационализме, научных подтверждениях и так далее. Но очень важно смотрящему помнить о том, что база этих лекций не является ни в какой мере рациональной. Иначе говоря, теми методами мысли, которыми Садананда доносит философию до людей, он никогда бы к своим собственным верованиям не пришел. К своим верованиям он пришел сам, находясь в ужасном состоянии ума, и затем, под воздействием многих лет обработки в секте, сам превратился в идеологию, то есть достиг мечты, марга в себе. И весь этот рационализм, мышление и наука – это просто внешний слой того, что скрывает глубокие иррациональные верования Дады Садананды, заключающиеся именно в том, что Саркар является Богом, и что миссия людей на Земле – установить культ его личности и его организации. Именно вследствие этого и вытекает второе его негативное качество – лицемерие. О лицемерии я уже говорил, не буду повторяться. Самое главное для меня тут – показать то, откуда оно берется, и почему оно так хорошо видно любому человеку в Ананда Марге, который просто пожелает открыть глаза. Корень и причина этого лицемерия зиждутся в том, что истинное учение Ананда Марги заключается в поклонении Шри Анандамурти, и в строгой вере в то, что он является Богом, воплощенным в человеческом теле. Но любой здравый человек, если ты ему это скажешь, сразу же перестанет адекватно тебя воспринимать, и убежит из твоей секты. Поэтому нужно сделать долгий путь, путь постепенности, который приведет тебя от рациональных и истинных суждений до того, что ты будешь находить себя в простирании перед индийским бухгалтером Саркаром, с мыслью о том, что это Бог человечества. Какой из всего этого следует вывод? Я хочу закончить эту исповедь, пользуясь логикой самой Ананда Марги. В чем она заключается? Она заключается в том, что есть идеология, которую дал Саркар, он же Баба. И согласно ей, чтобы быть идеальным человеком, надо этой идеологии следовать. Носители этой идеологии, люди, захотевшие наиболее исповедовать ее, это ачарья. Ачарья с точки зрения Ананда Марги, это тот, кто учит жить своим примером. Дада Садананда принял на себя сан ачарья, то есть он своим примером учит нас как жить. Учит ли он нас мыслить? Да, безусловно, учит. Но до него были тысячи философов, делавших то же самое, мы можем поучиться у них. Учит ли он нас быть нравственными? Да, учит, но до него были тысячи нравственных людей, делавших то же самое, мы можем поучиться у них. Учит ли он нас быть счастливыми, успешными, духовными, сильными, развивающимися?
Да, он все это делает, но этому учили человечество тысячи и сотни тысяч людей до него. И этому будут учить тысячи и сотни тысяч людей после. Все это является общим достоянием человеческой культуры, и все эти качества старается культивировать в себе каждый разумный человек. Эксклюзивная уникальная вещь, которой нас учит Дада Садананда, это выполнять повеления, данные Саркаром, и поклоняться ему как Богу. Это то, что выбрал для себя Дада Садананда как смысл своей жизни. И поэтому остается лишь один вопрос к вам: а желаете ли вы того же? Как я слышал эту историю, был такой Дада, значит, баба всех созывает, а он сидит медитирует. Он не домедитировал. И он сидит медитирует. Баба зовет: ну где все, где этот парень? Он говорит: баба, он медитирует. А? Я здесь? На кого он там медитирует? Что он там делает? Свои медитации. Вот эту глупость нам не надо совершать. Естественно, мы делаем садхану для чего? То есть нужно понимать, что садхана значит доставить удовольствие гуру, угодить гуру. То есть садхана, вся жизнь садхана. То есть когда ты угодил гуру так или иначе, он проливает на тебя милость. И эта милость, она открывает все двери перед тобой. Поэтому мы делаем садхану 2 раза в день. Почему? Потому что я хочу угодить гуру.